Всем привет! На этом канале снег сошел, весна почти, пора ехать что-то делать. Нужно обслужить технику. Так вот, сегодня будем обслуживать воздушный фильтр. А воздушный фильтр в технике, кто смотрит мой канал, тот знает, что я всегда повторяю, что это самая главная деталь. Лучше в двигатель залить масло хренового качества, чем неправильно собрать этот фильтр или поставить его неправильный. Потому что если фильтр воздушный ставите неправильно, то ваш двигатель через 20 минут уже уйдет на капремонт, потому что насосется пыли, и на этом его жизнь прекратится. Абразив пыльный убивает двигатель за 20 минут, а эта сельхозтехника работает всегда в облаке пыли, потому что на поле, видите, сколько грязи. Здесь надо смотреть, а здесь чисто. Чисто почему? Потому что не пропускает фильтр пыль, правильно работал. Так вот, если фильтр неправильно работает, то ваш двигатель не проживет долго. Так, снимаем колбочку. Что тут у нас интересно в этой колбочке? Вот это вот очень важная прокладочка. И проверяем, работал у нас фильтр или нет. Вот так вот. Раз и смотрим, есть пыль на пальце или нет. Тут абразива не чувствуется. Значит, все хорошо, все нормально работало. А если там чувствуете абразив пальцем, значит, фильтрик ваш работает плохо. Двигатель, дай бог, если еще не на капиталке. Но в ближайшие дни будет. Поэтому обслуживание воздушного фильтра важнейшая задача в деле партии нашей. И что мы первым делом делаем? Моем вот эту вот штуку, сетчатый фильтр, как его многие называют. Но на самом деле это сетчатый маслоуловитель. Сейчас буду по ходу рассказывать, как это все дело работает, потому что множество зрителей, судя по комментариям, вообще не понимает, как эта фигня должна работать и почему она эффективна. Вот тут вот обнаружилась уже первая проблемка. Вот прокладочка резиновой, колечко порванное. Значит, что? Иди ищи другое. Это уже негодное. Так, что там у нас в колбочке делается? Маслецо. Масло с пылью, потому что пыль, которая ловит этот фильтр, всегда оседает в этом масле на дне. Сейчас мы его сольем, посмотрим, сколько там пыли. Ну, судя по весу, тяжеленькая колбочка. Там грязище килограммы на 2 пальца. Ну, то есть фильтр этот довольно эффективно пыль ловит, потому что почему-то многие думают, что бумажный фильтр более эффективный, чем масляный. Он, конечно, более эффективный, но дело в том, что масляный фильтр тоже очень неплохо со своими обязанностями справляется. Единственный минус этого масляного фильтра, что он при монтаже требует к себе повышенного внимания. Правильно собрать надо, потому что если неправильно собрать, работать не будет. Ну, а бумажный фильтр там нечего монтировать. Поставил новый, да и забыл. Чистота и порядок теперь. Так, за место порванного колечка другое. Оно сюда вот должно становиться. Так, колбочка чистая, все чистое. Значит, чем плохой фильтр бумажный? Это дело в том, что дизеля очень любят эти бумажные фильтра рвать. Если вы когда-то имели дело с сельхозтехникой и с их фильтрами бумажными, то знаете, что там 2 фильтра. Один основной, один предохранительный. Притом этот предохранительный ничего не фильтрует, он предохраняет технику от того, что порвется основной фильтр. Если основной рвется, то вся пыль сразу налипает на этот патрон предохранительный. Обычно он войлоковый. Он забивается, и сразу сигнализация говорит о забитом фильтре. А на некоторых системах двигатель сразу глушится при забитом фильтре. Ну, срабатывает электроника. На мотоблоке такого нету. Но я вам скажу, что вот этот масляный фильтр, он таких проблем не имеет, потому что тут порваться нечему. Он простой, как дверь, и довольно эффективный. Одна только проблема, что его надо правильно собирать. Если соберете неправильно, то все, гайки работать не будет. Так, и начинаем собирать. Начинаем собирать с чего? Вот тут вот должна стоять прокладочка. Обычно она тут стоит такая хитрая, заводская, но она у меня порвалась, и я ее меняю 2 колечками. Одно колечко, а второе то, которое порвалось. Так, и устанавливаем колбочку. Вот то колечко резиновое, вот это, надо для того, чтобы воздух не проходил под колбочкой, то есть вот в эту щель. Оно уплотняет эту штуку. Если этот фильтр где-то подсасывает воздух со стороны, то он тоже нормально не работает. То есть это нереально. Так что надо, чтобы он был полностью герметичный. И воздух сосал только там, где должен. И называется этот фильтр инерционно-масляный. И как многие думают, что он фильтрует за счет металлической сетки, но на самом деле он фильтрует за счет масляного тумана. То есть воздух пропускается через масляный туман. А масляный туман создается вот той металлической сеткой. Сейчас все мы разберемся. А для того, чтобы был масляный туман, в этот фильтр надо наливать масло. Масло наливается вот по эту стрелочку. У многих этой стрелочки нет, ну, значит, льете на глаз.
Вот так вот заливаете по стрелочку. Если зальете масла мало, то этот фильтр работать не будет, потому что не будет масляного тумана. Если нальете слишком много, то это масло затянет в цилиндр, и двигатель пойдет в разнос, пока это масло не сожрет. Будет много белого дыма густого. В общем, ничего хорошего. Ну, в принципе, он его сжирает, правда, сжирает полностью. И после этого успокаивается. Но при первом запуске, при перелитом масле в этом фильтре, может быть разнос. Так, и видите вот эти вот дырочки. Они у некоторых фильтров, это фильтр старого образца. Так вот, встречаются мотоблоки, у которых этих дырочек нет. У меня были с завода, а бывают колбочки, у которых нету. Так вот, эти дырочки должны быть, потому что без этих дырочек тоже этот фильтр не работает. Потому что вот это масло, оно должно вот так вот циркулировать через эти дырочки. Когда воздух давит на масло, воздух идет, давит на масло. Масло поднимается к этим дырочкам и через эти дырочки перетекает обратно наверх. То есть слои масла меняются. Нижние слои поднимаются к дырочке и натекают на верхние слои. И вот так масло вот по кругу ходит. И таким образом оно ловит пыль, которая в воздухе, и топит ее на дно. То есть постоянно масло накрывает масло, к которой прилипает пыль. А система очистки воздуха тут с помощью масляного тумана, поэтому пыль прилипает к маслу. Так, теперь ложим то колечко, которое порвалось аккуратненько, чтобы оно легло. Очень аккуратненько тут все надо собирать, чтобы оно нигде не закусилось, не порвалось. Вот так вот. И ставим сверху колбочку. Или, правильно сказать, сам фильтрующий элемент. Вот здесь, вот в этом колечке, вроде как чашечка, сюда резиновое колечко ляжет, которое я только что поставил. Тут тоже воздух подсасывать не должен, потому что если тут подсасывание воздуха, то весь воздух идет мимо фильтрующего элемента напрямую в двигатель. То есть воздух получается нефильтрованный. Так, вот эта сеточка. Многие думают, что воздух фильтруется с помощью этой сеточки. Ее надо промывать. Ее надо промывать, но дело в том, что фильтрует не сама сеточка, а масляный туман. Вот воздух, когда идет в колбочку, он идет между вот этим фильтрующим элементом и колбочкой самой железной, то есть в эту щель. И там резкий поворот на 180 градусов возле самого масла. Он придавливает масло вниз, захватывает масло и проходит через сетку. И вот то масло, которое он захватил, оседает вот на этой сетке. И вот пыль в воздухе, которая находится, прилипает к этому маслу, которое висит на этой сеточке в виде капелек, пленки. Оно туда прилипает, и воздух таким образом очищается от пыли. А масло, которое с пылью, оно тяжелее становится, начинает скапывать назад в колбочку. И таким образом этот фильтр сам очищается. Такие вот дела. Так, аккуратненько эту колбочку устанавливаем. Там же резиновое колечко, чтобы не повредить. Установка этого фильтра очень щепетильное дело. Тут спешить не надо. Надо все сделать правильно, потому что если неправильно сделаете, капец вашему двигателю. Из-за этого фильтра двигатель может идти в разнос, может дымить черным дымом, ничего хорошего не будет. И можно эту сеточку пролить маслом. Вот так вот. Чтобы оно пробежало через сеточку. Чтобы сеточка была с маслом. Но это для первого запуска, потому что при втором запуске там уже масло из колбочки подтянется и повиснет на этой сеточке. Это чисто, чтобы не заводить на сухую. Этого можно не делать, не обязательно. Ну, лучше, если есть возможность, то сделать. Это несложно. Значит, какое масло заливается? Книжка рекомендует заливать моторное масло, то, которое в двигатель. Но, честно говоря, по своему опыту, я заливал и трансмиссионку. Все нормально работает. То есть можно моторное, правильно моторное, но можно заливать любое в принципе. Моторные рекомендую заливать из-за того, что оно сгорает в цилиндре лучше, чем трансмиссионка. Ну, то есть оно, в принципе, нормально себе сгорает. Если с этого фильтра попадает в цилиндр моторный, то, в принципе, там себе сгорело, и на этом все. Никаких нагаров не образуется. Поэтому рекомендует моторное масло. Но не принципиально, потому что при нормальной эксплуатации масло в цилиндр отсюда не затягивается. Ну, вернее, затягивается, но там такое минимальное количество, что можно об этом забыть. Так. И устанавливаем крышку. И осталось установить крышку. Вот в крышке у меня приклеена прокладка. Приклеил, потому что при установке она постоянно съезжает. А если эта прокладка съедет, она тут уплотняет. Вот. То опять же воздух идет мимо фильтрующего элемента, грязный, прямо в двигатель. То есть тут куча прокладок, и все надо правильно установить. Затягиваем барашек, но затягиваем с определенным усилием, не сильно, потому что вот из-за этой гайки могут быть большие проблемы, потому что из-за этой гайки ваш двигатель может страшно дымить. Вы будете менять все на свете, фильтра, форсунки, ремонтировать все, что видите, поменяйте топливный насос, а он все равно будет дымить черным дымом. И ничего сделать нельзя. Будете все проверять,
и ничего сделать не сможете, и никто вам не поможет, кроме как на этом канале. Потому что что? Потому что вот эту гайку неправильно затянули. Ее надо затягивать с усилием, но без лишней фанатизма. Подтянули хорошенько, проверили, фильтрик сидит плотно, и на этом все. Эти гайки обычно при работе от вибраций не откручиваются. Ну, лучше поставить гровер, конечно, на всякий случай, чтобы не открутилось при работе. Потому что если этот фильтр раскрутится, опять же, ничего не фильтрует, убьете свой двигатель за 20 минут. Нельзя, чтобы этот барашек откручивался. Потому что, как видите, монтаж этого фильтра не такое простое дело. Тут ничего и сложного нету. Но надо все сделать щепетильно. Ну, а в следующем видео расскажу, почему ваш двигатель черным дымом дымит. Вот из-за этой гайки. Все покажу, все расскажу. Потому что это уже не первый случай. И люди этот вопрос задают. Так, ну а сегодня было такое видео. Вот такое вот обслуживание воздушного фильтра провели. Готовы к сезону. Ставим лайк, кому понравилось, кому не понравилось, все равно лайк, потому что я очень жаден. И обязательно пишем комментарий поддержки.